тренировки, и они уже более готовятся под кулачные бои. И это 100%. Кулачные бои. Смотри, что делает Викин. Пошел вперед. Смотри, как Смотри, что он делает. Работал, и да, полетел добивать сейчас. И вот и прям первая плюха с этой свеча. Какой жесткий брат. Пижон, смотри, полетел сейчас вперед. Пижон не отпускает. Он Всім привіт, мене звати Андрій, прозвище Добряк. Мій рекорд составляє 1-0. Тренування проходять інтенсивно, стараюсь тренуватися кожен день. Соперника свого знаю, бачив пару бойов, хороший крепкий парень, думаю, покажемо хорошу з ним зарубу. Чому Махач? Думаю, що це сама топова організація кулачних бойов в Україні. Всім спорт. Меня зовут Валентин, я приехал с города Полтава, прозвище Десант. Я провел на Махаче 2 боя, у меня рекорд 1-1. Подготовка проходила раза 2 в неделю, у меня были спарринги, подготовка на физо больше. О своем сопернике могу сказать, он чуть крупнее меня, но ниже. Будем работать на дистанции. Я выбрал Махач, потому что больной на голову, люблю драться. О своем прошлом поединке могу сказать, что поединок прошел довольно быстро, мало получил урона. Ну, все прошло, как, в принципе, и ждал. Наш следующий поединок. И поприветствуем первого бойца. Карась Андрей по прозвищу Добряк. Профессиональным бойцом победил своего оппонента в прошлом сезоне, Пестуна Ярослава. Несмотря на свое прозвище, является одним из самых жестоких бойцов нашей организации. Представляет город Крапивницкий. Его рост 172, вес 83 и ему 23 года. Давайте еще раз его встретим и поддержим, друзья. Его сегодняшний оппонент – Моложон Валентин по прозвищу Десант. В своем активе 2 поединка в Махаче. Дрался против звезды нашего промоушена Широкого Алексея, где потерпел поражение. Но реабилитировался в поединке против Бигори Павла по прозвищу Львиное Сердце, окончив этот бой нокаутом. Представитель города Полтава. Его рост 178, вес 75 и ему 25 лет. Давайте поддержим этого духовитого бойца, друзья.
Бойцы на середину. Напрямное правило. Никаких запрещенные удары коленями, ногами, локтями. Поединок в рамках Гран-при. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб. Поэтому такая разница в весе. После команды стоп не работает. Слушаем команды, выполняем. Пожали руки. Судьи готовы? Первый раунд, премия, бой! Дамы и господа, Карес Андрей, добряк по прозвищу «Черных тейпах» и его оппонент Моложон Валентин. По прозвищу Десант в желтых тейпах. Ну, добряк начинает активизироваться. Десант держит на дистанции и работает хорошо левой Добряк передней ручкой. очень сильно опускает голову, мне кажется, немножечко. Знаешь, такая техника Тайсона. Я тебе скажу, прям. он невысокий, пытается, да, поднырнуть, но Десант держит на дистанции, хорошо держит, Хорошо, контролирует видишь, он передней хорошо, рукой, да, контролирует, этого... видишь? И на тяжечке работает. Видно, что он отталкивается от передней ножкой и Ой, и хорошо, хорошая серия, и он Да попадает что ж ему такое прям быстро? в глаз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Бой! Так, а Добряк у нас поднимается Пытается и продолжает. зарядиться, да, И хорошая пошел серия вперед, проходит. пошел К сожалению, не догоночку. попадает. Прется немного вперед, и Идет это с вперед. ним играет злую шутку. Десант отлично отвечает на контратаки. И снова Хорош, ложь хорош. его. Слышишь, прям Десант взорвался. Я думал, что Добряк догонит, но Добряк не смог догнать. Десант хорошо чувствует дистанцию и уходил. Добряк просто 5, сейчас, мне кажется, немного психанул и 6, попер пошел вперед, вперед. что не нужно было делать с 7, опущенной головой. Этого делать не нужно. Нужно Но собраться. дело Тем не менее, он поднимается. Дух. Главное — дух. Согласен. Даже если нет техники, должен быть дух. И снова рубка. Десант все держит под контролем. Идет закидывать и попадает в затылок. Забил Ну, затылок. подождите, но здесь атака идет сбоку. Да, атака идет сбоку, да. Я скажу, Добряк даже не видел, куда бил. Он просто, Я согласен, я с тобой просто максимально согласен. бомбил. Просто я бомбил. заметил этот затылок. Он такой хлесткий. 2 раза. Отцовский подзатыльник. 7, 8, 9. Готов? Бой! Оп! Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Бойцы, 5 секунд готовность. Подошли ко мне. Ребят, одна ошибочка. Когда начинаете нырять, подставляете затылок. То есть это не нарушение. Когда вы отворачиваетесь, да, попадает в затылок. Пожалуйста. Фронтально друг к другу. Честный бой. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд. Время. Бой. Итак, у нас, друзья, второй раунд начинается, и сразу же Десант... Пробежает в корпус. Добряк держит, ручки держит там, где надо, пока не Чуть-чуть, мне кажется, вот, выцеливается. знаешь, меньше суеты. Мне когда-то говорил один тренер очень хороший, меньше суеты в руках Ну, должно конечно. быть. Ты Ух, должен всегда... ты видел? Ай-яй-яй, и прям залетает в глаз. 2. Время. Промойте глаз. Кулачный бой. Как пальцами попадать, да? Не, ну слушай, ну кулак можно и вот так держать. Не-не-не-не-не, это время, это в глаз попали. Сейчас у окулиста проверим и продолжим. Время, бой! Да, так, продолжение поединка. Десант восстановился. Пока не выцеливается, Добряк уже не несется вперед. Он решил поменять тактику. Ребята стали более аккуратными Да, или да, нет? да, да. А нет, это заруба. Добряк И хорошая пошел борода. вперед. Ой-ой-ой, Одно работает хорошо. правое. Это одно Посмотри, правое как Десант работает. легко. Я Добряка залетают такие дурные.
Такие дурные закидухи залетают. Держит, но взрывается мощно. Добряка. Ну, духа у него. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И это поражение. А как Неожиданно. начинался бой? Неожиданно, но приятно. Приятно, знаешь что? Приятно, потому что дух, ребят, запомните, дух играет большую роль. Несмотря на то, что Добряк падал несколько раз, получил Он сечку, поднимался. он встал и сделал свою цель. Все, что нас Победил. не убивает, делает нас сильнее. Бойцы на оглашение. В данном поединке во втором раунде на первой минуте 6 секунде победу одержал Карась Андрей по прозвищу Добряк. Вот это уже настоящий махач. Такие ребята как раз и делают нашу организацию. Я видел, как Валентин тренировался, готовился. Он большой молодец. Он бегал и тренировался в бронежилете. Все ждали от этого поединка твоей легкой, уверенной, быстрой победы. Валентин, скажи, пожалуйста, что случилось? Всем привет. Ну, вроде бы начал, все неплохо, все видели. Ну, это есть махач, один удар решает исход поединка. Хочу поблагодарить соперника, пацанов с Полтавы. Жене спасибо, но не повезло, не фартануло, бывает. Ну что, вернемся сильнее. Мы не унываем, не сдаемся. Вам спасибо, всем спасибо. До встречи. Андрюха, поздравляю тебя с победой. Проходишь дальше в Гран-при. Друзья, хочу обратить внимание, в Махаче дерутся не только профессиональные боксеры, ММАшники, а просто вот ребята с улицы, которые показывают такой невероятный характер и такую рубку. Как тебе удалось изменить исход этого поединка, когда ты здесь лежал, даже я тебе кричал «вставай». Что у тебя в голове там произошло? Там, всем привет. В принципе, нормально. Да, красавчик. Нащелкав так в порядке. Не знаю, характер, наверное, вставав просто на автоматі. Чув, да, що кричали, подимайся, типа, подимайся, так подимайся, встав. А так все чітко, тобі спасибо, що даєш таким, як я, пацанам, шанс тут виступати. Кентам спасибо, що приїхали, дяді, що теж піддержує. Не заочкував прийти, дивитися, як його племянника тут рубають, а прийшов іменно піддержати. А так все, всім спасибо, всім спорт. Дальше більше. Я думаю, ребята за такой яркий поединок и количество нокдаунов заслуживают бонуса. Что скажете? Давайте еще раз поприветствуем этих двух тигров в мешкогоне нашем. Настоящие воины. Артем, как тебе этот поединок? Бой просто супер, красавцы, пацаны, десант, тут вообще проиграть такой бой здесь ничего страшного, проигрывают все, это значит дерешься с сильными оппонентами, это показывает дух, бой был просто супер, работал хорошо, ну, Добряк, сегодня была его ночь, вот, тоже поработал просто супер, ты мне чем-то даже напоминаешь Витю, да, Витю депутата, и вот... Да, похожий стилем и всем. И вот как Витя депутат меняет стереотипы депутатов, да, так же и ты, не знаю, что это такой за зверь-добряк. Просто, короче, убийца в мешкогоне. Ну, красавец, молодец, поздравляю с победой и ждем дальше в Гран-при. Здравствуйте, меня зовут Ткаченко Александр, мой рекорд 1-0.
Подготовка к бою прошла, как обычно, зарядку делал. Спасибо всем, кто поддерживает меня. И я и дальше буду стараться радовать вас своими победами. Всем махач! Привіт, мене звати Бартій Сергій, прозвище Роберт. Мій рекорд 2-0, буде третій бой. Я проводив по одній або дві тренування в день, робив упор на роботу в парах. Про суперника не можу нічого сказати, бо я не знаю тільки, що він важчий від мене на кілограм 10, а так не знайомий з ним. Вибрав Махач, тому що це лучша ліга кулачних боїв. Мене підтримують моя сім'я і мої родственники, друзі. Приятного просмотра. Надеюсь одержать победу. И встречайте нашу следующую пару в рамках Гран-при среднего веса. И поприветствуем первого бойца. Ткаченко Александр. Представляет город Одесса, является ярким уличным бойцом. Участник третьего сезона, в котором одержал победу над Усейновым Эмилем по прозвищу Крымский танк. Его рост 182, вес 88, и ему 26 лет. Давайте еще раз поприветствуем Александра и поддержим его. И поприветствуем его оппонента, Абертей Сергей по прозвищу Роберт. Представляет город Переяслав. Имеет первый взрослый разряд по боксу. Очень скромный парень, но эта скромность заканчивается, когда он заходит в мешкогон. Имеет в своем активе 2 победы в Махаче и 2 поединка. Его рост 181, вес 75, и ему 24 года. Давайте поприветствуем его и поддержим. Напомню, разница в весе 13 килограмм. Ребята дерутся в гран-при средней весовой категории, где вес начинается от 70 и доходит до 90 килограмм. Каждый боец сам выбирает комфортный себе вес в рамках этой весовой. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височная, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Лежачего не добиваем. Никаких ударов локтями, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Подкидывание в клинче плечами запрещены. Слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Роберт, в черных тейпах у нас Ткаченко Александр. Оба уже имеют опыт выступления. Ни одного проигрыша, кстати, у ребят. Вот, но разница в весе, конечно, ощутима. Смотри, как сейчас джебом пытается быстро работать Роберт. И смотри, как прекрасно защищается, уклоняется от этого Александр. Да. Ну и по скорости не проигрывает. Видно, уверенно работает Роберт. Просто, смотри, в сантиметре оттягивается. Не пропускает. Отлично, взбодрил сейчас. Роберт весок пропустил и сразу поплыл. 4, 5, 6, 7, реагируй, 8, 9, работаем, бой.
сейчас попытался полететь вперед Александр. Тут же заклинчевал его Роберт, тут же имеет опыт. И, в принципе, понимает, что с более габаритным оппонентом не стоит прям рубиться на кость в кость. И вот сейчас в разрезе, конечно, чуть не попал Александр. Отлично работает передней рукой. И вновь клинч превосходно работает передней рукой Роберт. Прям держит дистанцию, прям вот уверенно держит Александра. Ну, в принципе, ему и так надо делать, чтобы не сближаться, потому что, видишь, любое сближение сразу же клинч. Сразу клинч, да. Но это зачастую хорошо попадает левым. Но вот этот клинч зачастую это бывает стратегия. То есть сам нанес и смазал ему атаку. Соперник начинает нервничать от этого. А ты его, по сути, так выводишь на эмоции этим клинчем. И вот еще один клинч. Заходит за спину. Вот, в принципе, мы от Александра еще не видели ни одного такого акцентированного удара. Вот интересно посмотреть на его атаку, на его удары. Бойцы, 5 секунд готовность. Подошли сюда. Когда клинчуете неправильно, внимательно, подставляйте затылок. Сами себя травмируете. 5 секунд. Есть? Судьи готовы? Готовы? Второй раунд. Время. Бой! Итак, второй раунд. Противостояние Роберта против Александра. Очень хороший первый раунд выдал Роберт. Очень грамотно действует. Вот как только пытается навязать рубку Александр, Роберт правильно делает, что клинчует. Ох, отличный джеб. Еще один джеб даже добавляет Роберт. И оба бойца техничные, оба как бы чувствуют себя комфортно в мешкогоне. Но пока Роберт переигрывает Александра. Да. Вот, я думаю, мы еще просто не видели ни одной акцентированной удары атаки от Александра. Прям вот пытается спасаться, постоянно пытается спасаться в клинче в опасных ситуациях Роберт. И да, сразу, да. Не дает он вообще работать Александру. Сейчас хоккейный клинч прям так поджал. Ребят, стоп, чтобы у нас не получилось время. В клинче можно бить. Поэтому работаем, время. Стоп. Бой. Ох, как встретил, но и сам пропустил сейчас Роберт навстречу. Там видно, что есть рассечение уже у Роберта. Чуть повело сейчас. Ох, на какой жесткий удар напоролся. Александр, видно, как спасается. Просто пытается спастись. Его болтает Роберта, но он пытался спастись в клинче. Отсчитывает нокдаун. Да, действительно, там был нокдаун. Повело. Поплыл. Бой! Да, Роберту уже сложновато, потому что еще не восстановился от таких тяжелых ударов. А вот Александру нужно просто физически отталкивать от себя Роберта, чтобы... Видишь, сразу же ныряет, под любую атаку ныряет Роберт. Нужно тогда встречать апперкотом. И сейчас забивает просто на мешках в конце раунда Александр. Ой, очень сложно. Если первый раунд для Роберта был в его пользу, то здесь очень сложно. Ему очень сложно. Бойцы, 5 секунд готовность. Подошли ко мне на пару слов.
перестань забегать за спину. И в клинче. Либо вы работаете, вы деретесь, чтобы не получилось, что ты будешь вот так руками делать, а он тебя наклепает. И потом будете кричать. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Судьи. Заключительный третий раунд. Время, бой! Итак, последний раунд. В черных тейпах у нас Ткаченко Александр. Выровнял он ситуацию во втором раунде. И смотрите, пошел вперед сейчас Роберт. Прям навис на этих. Прям у нас... Стоп! Работаем, бой! О, сейчас пошел вперед вновь Александр и вновь пытается, все же пытается за счет клинча спасаться Роберт. Уже, наверное, в раз сотый это повторяю в этом поединке, но такова тактика у Роберта. Ох, как наткнулся, на какой жесткий удар наткнулся. Сейчас повело, видно, повело. Есть хороший шанс у Александра, но... Александру нужно его немного раскачать. Он же видит, каждый раз сближается. Роберт начинает вот нырять. Да, ныряет. Надо показать и отойти сразу, чтобы провалить его. Или же больше физически пытаться отжимать клинчи, прям оттеснять Роберта. Видно, Роберту очень тяжело, он сразу же даже без ударов бросается сразу же клинчевать, чем пользуется Александр и вот набрасывает из клинча удары. Очень тяжело сейчас Роберту. Даже немного успел секундант налить воды на Роберта, но прям крепкие объятия. Работаем, бой! Очень тяжело, прям. Нужно предупреждать за это судье. Или баллы уже забирать, потому что... Ну, да, откровенно говоря, да. Обязательно за такое забирать баллы, потому что это уже борьба идет. Согласен. Потому что нет как такового, да, все, это остановка боя, да, это срочная победа Александра Ткаченко. Его вторая победа в Махаче. Мое мнение, все. Он вам нужен? Я говорю, бой, он лежит на мешках. Ребята, он его сейчас ушатает. Какой давай? Подождите. Что ты подстрекаешь, Вова? Ты тут решаешь, ты рефери, ты судья. Дядя Саша, в микрофон скажите, пожалуйста, что вы говорили всем, чтобы все слышали. Все видели после команды снова бой. Человек лежит, не реагирует никак на мешках. Надо отдать должное, что оппонент сразу его не ушатал. Я считаю, что во избежание сильной травмы я его снимаю. В данном поединке остановкой рефери победу одержал Ткаченко Александр. Не первый раз в Махаче такая ситуация, когда там боец разворачивается, там выкидывает капу, не поднимает руки. Должна быть дисциплина, это спорт. Роберт показал отличный бой, я думаю, ребята заслужили бонуса за такую рубку. Ему надо поменять прозвище на Джеб. Ты молодец, в любом случае ты боец Махача и будешь еще себя показывать. Скажи, пожалуйста, свои ощущения. Та все нормально, я думаю, я міг би продовжати бой. Я думаю, я вважаю, що я в одну касу не летів. Так мы не говорим, что ты в одну кассу. Так а почему тогда с ним? Ну ладно, это ваше мнение, я не буду спорить с ним. Все нормально, реально, міг би работать. Спасибо. Саша, поздравляю с победой. Проходишь дальше в Гран-при.
Как тебе ощущения после этого поединка, при том, что оппонент был легче? Спасибо всем, кто меня поддерживает. Отдельно спасибо Роберту, что вышел на бой. Он хорошо себя показал, я думаю. Все, всем спасибо. 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 Абу-Бакар, касательно решения, касательно поединка, свое мнение скажи, пожалуйста. Ребята молодцы, закатили хороший бой. Вот касательно решения, ты говоришь, что ты устал, но это означает, что ты как бы не готов уже продолжать бой, и судья принял правильное решение, оберег твое здоровье. Вот, поэтому и вот, боец из черного угла, мне очень понравилось, чувство дистанции очень хорошее. И то, что когда идет в атаку, как бы открыто, что и сыграло, да, против тебя. Но молодец, удар выдержал, как бы продолжил. Обе достойные бойцы, с здоровьем и дальнейших успехов. Всем бокс, братва! С вами снова Виталий Коваленко. Передаю привет своему питерскому коучу Роману Михайлову. С кем-то из вас мы знакомы уже по 3-му сезону Махач. Кто не знает меня, пересмотрите выпуск от 1 апреля. По техническим причинам я залетаю в 1/8 Гран-при, где моим соперником станет Дмитрий Булгаков. А в этот раз я дерусь в обычном рейтинговом поединке до 75 килограмм. Про своего соперника ничего не знаю. От себя ожидаю победы. Думаю, покажу вам красивый, умный, техничный ниндзя-бокс. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я из города Харьков. Я изначально готовился к бою нормально, потом появилась проблема с соперником. Соперника нашли в самые кратчайшие сроки. Моя тактика на этот бой — смотреть по ситуации, смотреть на соперника и отталкиваться от этого. Что я скажу о своем сопернике? Он неплохо читает рэп. Махач выбрал, потому как я наблюдаю за ним уже с 1-го сезона. Для меня это новое. Хочется попробовать себя, испытать в этом виде спорта. Меня поддерживает моя семья, мои знакомые. Всем бой! И поприветствуем первого бойца. Коваленко Виталий! Самых харизматичных бойцов Махача представляет город Киев, является мастером спорта по боксу. Его рост 185, вес 75 и ему 30 лет. Сегодня Виталий должен был драться в рамках Гран-при в 1/16 среднего веса с Бородиным Михаилом. Но буквально за день до поединка Бородин по семейным обстоятельствам не смог принять участие в Махаче. Так как замены не было, Виталий автоматически проходит дальше в 1/8 среднего веса. И сегодня, чтобы было по-честному по отношению к другим бойцам средней весовой категории, он проведет свой рейтинговый поединок. Давайте его поприветствуем и поддержим. И поприветствуем его оппонента Чмыхало Евгений по прозвищу Ройс.
нам из города Харьков. Его рост 179, вес 79, и ему 25 лет. Профессиональный футболист, вектор жизни которого изменился после серьезной травмы ноги. С 19 лет и по сегодняшний день занимается боксом. Участник множества районных и областных соревнований по боксу. Он знал, что выходит на поединок против Коваленко Виталия на коротком уведомлении. Я думаю, он заслуживает вашей поддержки. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Красивый, честный, корректный, кулачный бой. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Без ударов коленями, локтями, ногами. Никакой борцовской техники. Пожали руки. Слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Судьи готовы? Судьи готовы. Первый раунд. Время. Бой. Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Коваленко Виталий, в желтых тейпах у нас Ройс. И, как говорил ранее Андрей, это у нас рейтинговый просто поединок вне Гран-при. Очень интересная, да, ситуация, когда вот бойцы выходят так на замену, на коротком уведомлении и не боятся выходить против сильных оппонентов и проявить себя. Ну, если честно, иногда так даже бывает легче. Не, особенно, если там для кого-то первый бой. Вот раньше сегодня уже был бой, где парень в прошлый раз вышел, просто его вызвали, и он намного лучше выступил. А сейчас, когда ты знаешь, что у тебя бой, ты можешь перегореть, ты думаешь об этом. А здесь терять нечего, по сути. А здесь, да, ты вышел на короткой дистанции, особо подумать не успел, идешь на расслабоне, дерешься. Ну, кому как, в принципе, здесь. Но пока вот полетел вперед сейчас так довольно откровенно Ройс, но в центре уверенно у нас стоит Виталик. Все держит, ну и видно, что он... Да, Виталик видно потехничнее, и у него руки, конечно, да, длинные очень. Он является профессиональным боксером. Да, вот, к нему сложно подойти. И то, как смотри, как он аккуратно пробивает корпус и немного уклонился от ударов. Вот. Да, есть некое волнение и сумбур в движениях у Ройса. Вот, но против такого оппонента, я думаю, конечно же, волнение должно быть. Да. Виталик невероятно такой, да, вот харизматичный боец. Да, и он уверенно занимает середину, не дает подойти, но вот... Пропустил пару ударов, но, думаю, больше, наверное, недооценил он Ройса. И здесь, конечно, передней рукой просто так дал, что вопроса вообще не осталось. Пытается вывести на эмоции Ройс своего оппонента. И с уклона так наносит удары и очень очевидно. Да, но не глядя, да, и поэтому... И довольно даже скованно он выбрасывает их, чем и может пользоваться Виталик. Стоп. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы. Второй раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд противостояния Виталия Коваленко против Ройса. Вновь в центре у нас Виталик уверенно занял. Была попытка атаки от Ройса, но... Да, и опять Виталик занимает середину. Середину видим, как... Начинает поддавливать. Видимо, у него руки расслабленные прям. И... Да, пока не агрессивничает Виталик. Сейчас так бросается. Вот, честно, бросается Ройс, конечно, очень откровенно. И мог бы Виталик сработать, воспользоваться данной ошибкой.
Пока Виталик демонстрирует. О, какое попадание по корпусу. 2 раза попал. Акцентированно попал по корпусу Виталик. И да, есть нокдаун. 3, 4, 5, 6, 7, 8, реагируй. 9. Все, и готов продолжать поединок Ройс. Но как технично пробил корпус, конечно же, Виталик. Не особо спешил он в атаках. Видишь, выцеливает, выжидает момента. И так интересно сейчас вот пытается подобраться Ройс. Прям вот есть сумбур некий в действиях Ройса, но я не понимаю, почему этим пока не воспользовался Виталик. Ну, уже воспользовался, раз уже нокдаун его отослал. Да, есть нокдаун, но он не прямо агрессивничает. О, вновь пробивает корпус. Все видит, вот. О, подключает. Какой был по корпусу удар! Аж пыль с мешков полетела. И да, еще один уверенно раунд забирает Виталик. Замечание углу. Задневательный. Боец без капы. Судьи готовы? Готовы? 3-й раунд. Время. Бой. Итак, дорогие друзья, 3-й раунд. Заключительный раунд противостояния Коваленко Виталия против Ройса. И вновь в центре у нас уверенно стоит Виталик. Попытался своими ударами боковыми донести атаку Ройс, но сложно дотянуться. Ты говорил, до Виталик профессиональный, да, боксер? Да, про-боксер. Ага. Прям это чувствуется. Но просто он так подпрыгивает, это более такой любительский стиль. Вот так под... Но сейчас, смотри, он уже больше подключает. Уже. Я считаю, он, наверное, это и делает, потому что как раз вот кулачные бои он и подходит. Почему так особо не делают в профессиональном боксе? Потому что когда много раундов, ты тратишь на это энергию. Да, по тебе сложнее попасть, но ты тратишь энергию. А в любительском спорте как раз вот это то, что и есть. Ох, сейчас залетел с атака, но и наткнулся на удар встречный от Виталика Ройс. Собрано работает Виталик. И в какой раз он демонстрирует свое чувство дистанции, как он уходит от ударов. Очень хорошо, да. Ну и, конечно же, длина рук тоже помогает. Этот передний боковой точно. Хорошо попал. Еще по корпусу пробивает, в конце добил по корпусу. То, как он пробивает корпус, это, конечно, нереально. Технично, акцентированно. 5, 6, 7, 8. И готов, да, готов Ройс продолжать поединок. Аплодисменты, дорогие друзья, это однозначно заслуживает аплодисментов. Нет, да, конечно, Ройс молодец. Хорошо держится, соперник у него здесь очень-очень сложный. Время, капа. Минус балл. Виталик дерется без капа. Ну как так можно? Время, бой. Да, такое бывает, что секунданты забывают. Это угол тут должен не спать. Боец-то дерется, он в драке же. Да, на эмоциях. Угол должен... Вот сейчас, кстати, Виталик прям сильно подпустил к себе Ройса, дал возможность нанести хоть удары, но хоть и по защите, но удары, тем не менее. А вот сейчас передней рукой великолепно сработал, да, и конец поединка.
Оглашение, дядь Саш. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Коваленко Виталий. Хочу сказать спасибо Жене, потому что если вы смотрели бои Виталика, в прошлом поединке он уработал МСМК по кикбоксингу. Там 2 или 3 нокдауна было и нокаут глухой причем. Женя, парень с улицы, который не побоялся, на коротком уведомлении вышел. Давайте его еще раз поддержим, друзья. Как тебе дебют в Махаче, Жень? Махач, вообще, это шикарная организация. С первого сезона наблюдаю, всегда хотел выступить, горел желанием. Даже когда мне пришло сообщение, что кто-то будет против меня драться, я заднюю не дал. Я знал, кто это за человек. Фантастический рэпер. Ну и в бою тоже хороший боец. Благодарю его. Спасибо. Виталь, с победой тебя. Такой был геймплан или чуть-чуть реально было тяжело? Перетренировался в этот раз. Чувствовал себя, очень. Думал, что ноги не будут работать. Вообще готовился, что стану и буду. Но хватило для этого боя. Но я понимаю, что через месяц меня ждет серьезный бой. И там ноги будут в моих лучших кондициях, как я умею это делать. Все же хотят увидеть бой Коваленко-Булгаров. В андеркарте Лобов-Беринчик 24 июля. Эксклюзивно. Только на Махач. Жди эту дату, так как не ждут зарплату, ставь хату. Здесь каждый бой война, парни накатом, как в танке катят. Удары рассекают плоть, словно у страйка катаны. Мои голые кулаки до глубины твоей души. Встретимся за мешками. Виталик без рэпчика не Виталик. Хороший бой, понравилось. Возможно, было мало людям крови, как всегда, но он был очень техничный, и мне было лично приятно наблюдать, потому что я видел работу, опять же, ног. Женя молодец, потому что выскочил на коротком уведомлении. Ну, Виталик переиграл его, конечно, на классе. Хороший бой.